Третий Рейх — это машина смерти, истребляющая все живое на своем пути. Она не щадит никого, ни женщин, ни детей. Главное сражение уже позади, но война еще только набирает обороты. Теперь наша главная задача — отстоять Сталинград. Мы не дадим фашистам завладеть нашими нефтяными месторождениями. Немцы хотят занять Волгу, главную артерию, связывающую европейскую часть страны с Закавказьем и Средней Азией. Все в наших руках. Вперед, товарищи!
Удивительно, сержант, что вам удалось выжить, если только вы попросту не сбежали с поля боя. Товарищ комиссар, я пролежал на земле 2 суток рядом с моими погибшими солдатами. Мы дрались до последней капли крови. В этом городе я родился и вырос. Немцы забрали у меня все. Друзей, близких. Я бы не смог сбежать, не простил бы себе этого. И как же вам удалось выжить? Минометный снаряд попал в нашу позицию. Меня отбросило взрывной волной. Некоторые осколки все же задели меня, но не критично. Можете осмотреть меня, если не верите. Ладно, сержант, если вы докажете свой героизм. Через 3 дня мы собираемся перейти в контрнаступление. Так что будьте готовы. А пока отправляйтесь в госпиталь. Там подлатают ваши раны. Есть, товарищ комиссар. Тяжелый пулемет, уничтожьте его! Пусть фашисты пожалеют, что сунули! Пулеметный расчет убит! Итак, солдаты, мы хорошо оттеснили врага. Но не расслабляйтесь. Теперь наша цель — здание Дома культуры. Немцы там хорошо окопались. Прорвать их оборону будет непросто. Для начала артиллерия нам поможет. Но основную зачистку нам надо провести самим. Вперед! Пехота врага атакует нас! Прибейте тех пулеметчиков! Надо стрелять, бронетехника! Хорошая работа, товарищи! Мы уничтожили машину! Боевое столкновение с противником! Боевое столкновение с противником! Эти псы нас атакуют! Эти псы пытаются... Столкновение с противником! Товарищи, несмотря на тяжелые потери, мы героически сражаемся бок о бок с врагом. Главное — это не падать духом. 6-я немецкая армия будет разбита. Мы освободим Сталинград, и враг пожалеет о своем поступке, что осмелился напасть на советский народ. Пулемет! Не поднимать головы! Без пулемету! Пулемет уничтожен!
Внутрь, товарищи, внутрь! Войти в здание! Товарищи, враг остановился в 10 километрах к северу. Мы должны их уничтожить. Всех до единого. Товарищ комиссар, разведчики сообщили, что немцы готовят засаду. Возможно, это ловушка. Нужно пересмотреть стратегию. Исключено! У нас приказ! Но, Вперед! товарищ комиссар, при всем уважении, я... Товарищ сержант, вернуться в строй! Это приказ, сержант! Боевое столкновение противника! Товарищ комиссар, наше танковое отделение было разбито. Немцы поджидали нас. Их жертва была не напрасной. Но там есть выжившие. Мы просто обязаны их освободить. Их освободят, как только прибудет подкрепление. Но у нас достаточно сил, чтобы их спасти. На счету каждая минута. Действовать нужно сейчас. Сержант, здесь я отдаю приказы. Немедленно вернитесь на свое место. Не усугубляйте свое положение. Так вы все же ослушались моего приказа, сержант. Я ведь вам доверял. Я доложил руководству о вашем дезертирстве. Вы отправляетесь в лагерь. Вот так, значит. Ваше упрямство подвергло нашу армию опасности. Нельзя нарушать приказы, сержант. Товарищи, вражеские войска сосредоточили свои силы на этом направлении, и мы знаем, что они планируют наступление. Однако мы подготовили мощную оборону, которая будет поддержана нашими резервами. Первыми в бой будут вступать штрафные батальоны на более трудных участках фронта. Наша общая задача — не только отразить атаки противника, но и нанести ему сокрушительный удар, который позволит нам перехватить инициативу в свои руки.
Берегись! Черт! Ложи! Черт! Ложись! Ответный огонь! Ответный огонь! Ответный огонь! Это было! После того, как меня разжаловали и отправили сюда, начался настоящий ад. Нам поставили практически нереальную задачу, но мы сумели разгромить врага, вот только это еще не конец. Установи динамит на подступах. Как только немецкая колонна зайдет, мы жахнем по ним со всей силы. Он искупил свою вину кровью, товарищи. Армия вермахта постепенно теряет свою боеспособность. Это вселяет надежду на победу в войне. Мы здесь осуждены за различные преступления и нарушения приказов, но многие из нас нередко проявляют мужество и стойкость, даже несмотря на свое положение. Решимостью! Да, пролетарии всех стран, соединяйтесь! Установите взрывчатку на эти элементы. Живее!
искупил свою вину кровью, товарищи. Мы теряем солдат. Комаров, рад поздравить вас. Вы действительно показали свое мужество и героизм. Теперь вас переводят в обычное подразделение, а также возвращают заслуженное звание сержант. Я почитал ваше дело, и вы действительно храбрый боец. Хоть вы и нарушили приказ, но на вашем месте я бы поступил так же. Служу советскому народу. Наши войска прошли тяжелый, но славный путь, пронесшие боевые знамена наших соединений. От Подмосковья до Восточной Пруссии и Померании, от Волги до Эльбы, от Сталинграда до Курска, овеяны славой побед. Потом и своей кровью завоевали мы право штурмовать Берлин и первыми войти в него, чтобы первыми произнести слова сурового приговора немецким захватчикам. Вперед! На Берлин! Мать вашу! В него попали! Мы несем потери! Мы победили. Победили в этой жестокой войне против нацизма. Германия после себя оставила руины, разруху, миллионы погубленных жизней. Но у нас была одна вещь, которую они не смогли забрать у нас. Наша сила воли. Мы являлись примером выживания, заявили о нашем праве на жизнь и свободу. И хотя война оставила глубокие раны, мы снова почувствовали радость в наших жизнях. Мы никогда не забудем о том, что преодолели.